Вот, например, ПВА D3. Отличный, вот у него здесь где-то пол-литра. Да, 0,5. Замечательный ПВА. Так, погнали. И все. Клея не жалейте. Остатки можно будет всегда какой-нибудь тряпочкой вытереть. Ну или плюс он засохнет тоже. Проблем никаких не должно быть. Сюда то же самое, не стесняемся. Как и говорю, все остатки потом можно будет просто тряпочкой подтереть. Больше не меньше. И давайте мы его немного наживим, как говорится. Есть. Опа. Лопнуло. Сейчас узнаем. Может быть, что и лопнуло. Я это сразу говорил, что может лопнуть. Суховатая. Сейчас поймем, лопнула или нет. На пересушенная была. А ну. Тут. Да нет, не лопнула. Разошлась здесь, в голове, но не лопнула. Ну и замечательно. Будем бить дальше потихоньку. Есть еще немножко. Здесь все. Ну и здесь, в принципе, тоже все. Так, ну на этом пока стоп. Пусть оно сохнет. Итак, думаю, можно это дело уже пилить. Что у нас тут получилось? Ну, понятно, здесь налито много. Какие есть, ну, скажем так, моменты, которых надо постараться в будущем, чтобы не было. Это то, что вот здесь вот есть щель. И то есть, если у нас сама вот рукоятка здесь короткая, то нужно постараться сделать так, чтобы клин, значит, был шире и заполнял вот эту пустоту. Вот эта пустота. Вот это потенциальное место, где будет прошатываться. В принципе, можно, конечно, чем-то залить, но надо будет постараться, чтобы в будущем такого не было. Отпиливаем это все дело, и пусть оно уже сохнет полностью. Да. Ну, я думаю, на самом деле, что держать оно будет и довольно крепко. Здесь у нас вот есть эта щель. Я залью туда ПВА, пусть оно там как бы как защитит внутри. Даже если туда какая-то вода попадет, все равно. Потому что здесь оно очень снизу плотно сидит. Здесь снизу очень плотно, вот здесь оно как бы должно было разойтись по логике сильнее. Но возможно это зависит еще от рукояти самой. Потому что рукоять на самом деле сильно пересохшая. Ее в воду там сували и раз 50 только при мне. Итак, у нас есть вот такая морилка, цвет махагони. Давайте мы дадим первый слой и золотаем. Дадим первый слой и оставим на ночь, чтобы оно очень хорошо пропитало дерево. Потому что морилка точно так же должна достаточно хорошо пропитывать. Не так 5 минут засохли, пошкурили и все. Поэтому давайте мы дадим первый слой и оставим на ночь. Буду давать слоя 2 или 3. Посмотрю, как оно себя поведет. Потому что температура как бы не Ташкент. И поэтому как оно будет впитываться и как высыхать, это вопрос. Так, вот такая история у нас получилась. Это первый слой. Он полностью высох, вообще полностью. Лежал около суток. Я ему специально дал посохнуть. Сейчас немножко его пошкурю. Во-первых, текстуру опять эту проявить, потому что на данный момент он такой грубый слой. Немножко дать текстуры дерева. И финальный уже слой, чтобы потом его тоже легонечко совсем пошкурить мелко-мелкой наждачкой. И уже покрывать маслом. И будем маслом пропитывать, а не мазать тампоном, как делают вот в основном. Раньше рукоятки вообще пропитывали, не знаю, неделю в масле. Или вообще держали в масле. Специально полностью. А сейчас взяли вот это вот тампончиком, блин, промокнули. Класс. Вот это защита. Вот, так что будем пытаться делать грамотно.
И точно так же финальный слой. Аккуратненько. Вот так вот. Морилка, если она качественная, то это не только покраска тупая, вернее дешевая, это просто водичка с краской, можно сказать. Если говорить о качественней морилка, если она хорошая, то она и защищает также. Она очень такая цеплючая, металл красит даже, потом фиг ототрешь. Вот поэтому это также и защита. Тоже оставляем, я не знаю, часов на 6, мне кажется. Сейчас холодно опять стало. Пока не высохнет полностью. Итак, прошло еще часов 20. Я оставил, хотел, конечно, вчера закончить, но работа есть работа. Зато оно все полностью высохло, и уже можно его подводить к финалу. Сейчас опять немножко дам, чуть-чуть дам текстурку дереву. И уже буду греть масло и пропитывать, хорошо пропитывать. Я думаю, к вечеру оно уже будет пропитано. Сейчас часов, ну, где-то 12. И уже часа за 4 я буду, где надо, дополнительно пропитывать. Где, если я вижу, что оно уже выходит из древесины, я буду снимать бумагой или тряпочкой какой-нибудь. То есть будем хорошо пропитывать древесину вовнутрь. И тогда оно будет защищать, а не как тампончиком макнули. Якобы защита. Взяли какое-то масло, там не очищенное, дезодорированное, рафинированное. Я покажу вам масло, каким маслом нужно это пропитывать. Все покажу. Это бабушкино масло в баклахе 6-литровой. Вот это масло пропитывает и защищает. Ай, я заметил трещины на рукоятке. Кажется, вот здесь. Хотя, вот может быть не точно. Но вот сейчас покажу. Вот здесь попахивает трещиной. Вот что означает, когда, вот она, когда пересушенная, то есть ты дал влагу, плюс нестабильная влажность и температура в гараже. Там то холодно, то жарко, то конденсат, то нагревается там крыша, стены от солнца. И вот что у нас получается. Я понаблюдаю еще. Мне кажется, когда, если это очень сильно пропитать и хорошо, то оно больше давать трещину не будет. Она как, ну, немножко стабилизируется маслом. Вот, но я буду наблюдать. Если пойдут трещины дальше, я переделаю рукоятку. Мне не лень, я сделаю. Потому что этим-то пользоваться надо будет. Вот, пока все. Это она текстурка дана. Конечно, она пересушена. Она и на солнце валялся, этот молоток. Я видел, это при мне было. На солнце, в воде, на солнце, в воде. На солнце, в воде. Никакой пропитки, никакой обработки у этой рукоятки не было. Только пот от рук строителей. Неудивительно. Кнопа. Кнопа. Кс-кс-кс. Какая весна. Все хотят баловаться и жить. И вот то масло, которое нам нужно. Натуральное, на 100% натуральное, не рафинированное, не очищенное, не вымороженное, не дезодорированное. Вот бабушкино масло. 6-литровой баклахи, от нее осталось на всю жизнь, я думаю. Вот такой подарок. Вот им, там видно по цвету, сейчас оно современное, это оно белое, бесцветное практически полностью и прозрачное, как водичка. Это оно и более густое, это еще ничего. Есть вот где-то баклаха, оно прям такое темное, такого коричневого цвета, густое-густое. Вот этим маслом мы и будем пропитывать. И какой запах от него. И все, ждем, пока масло начнет нагреваться и подкипать. По краям оно, естественно, уже начинает. И вот оно уже почти все начинает пузыриться. Практически готово. Сейчас будем пропитывать. Вот, все. Еще буквально 5 секунд.
И можно снимать. И просто, ты лови камерой. И просто начинаем пропитывать, берем аккуратненько и погнали. И хорошенько пропитываем, не стесняемся, горячим маслом. Вот так. Кистью, а не каким-то там тампоном. Нужно заливать. Дерево сколько впитает, столько впитает. Оно будет впитывать столько, сколько ему нужно. В зависимости от пористости, состояния и так далее. Особенно торцы. Вот здесь можно будет посмотреть, как оно сразу будет впитывать масло. Моментально. Вот эти торцы, их нужно залить маслом. И вот сейчас оно опять впитывает. И вот видно, как оно впитывает, поглощает. Ну, потому что она уже пересохшая. Ну, попробуем эту рукоятку. Если нет, ее не проблема будет. С молотком проблем никаких ее перенасадить. Вот с топориками приходится повозиться. Там и клинов больше, и топорище сложнее в разы. Заливаем все маслом. Вытирать будем потом. Вот. Оно впитывается моментально. Вот нужно заливать так, чтобы оно уже не впитывалось. Итак, вот такая красота у нас начинает потихоньку. И вот там, где впитывается, вот оно еще. И еще будем, пока оно не перестанет впитываться. Прошло часа, может быть, 3. Я думаю, достаточно. Древесина довольно пористая, поэтому я считаю, что оно вполне хорошо пропитало. Я раза 3 добавлял масла, соливал, пропитывал там, где оно впиталось, и видно было. Я думаю, пора его уже потихонечку вытирать остатки. Обычная газета. И заканчивать нашу работу. Так. Сейчас оно будет. Ой, какая красота. Все, остатки просто подчистую вытираем. И, возможно, еще надо будет вытирать. Оно, возможно, что будет выходить. Это только спустя время можно будет понять, будет ли оно выходить, или оно хорошо впитало, достаточно, или оно все масло впитает. Это индивидуально, зависит от древесины, от ее состояния, от проникающей способности масла тоже. Ну вот, на данный момент все замечательно. Вот такая красота. Блестит, лоснится. Маселка может еще в некоторых местах выходить. Вот. И нужно будет им поработать, конечно же. Итак, остался самый последний штрих. Вот у нас есть оружейная, Беркут. Взял попробовать. Я еще ни разу не пробовал этим охотничьим маслом оружейным. Вот, ну, как бы защищает и защищает, хорошо проникает. Вот попробуем. И вот это как раз таки масло, вот его на тампон и можно, без проблем. Потому что много его здесь не надо. Вот его можно элементарно на тампончик смазать. Вот так вот как-то. Так. На тампон. И все. И погнали. Хорошенько сейчас пропитаем все. И будет оно у нас все. Ну и заодно, чтобы рукоятку тоже не говнять этим маслом. Аккуратно на тампоне. Вот так вот протираем это все дело. Заодно вот видно у нас грязь. Собираем какие-то там остатки. Все. И даем точно так же немножко полежать. Вот все замечательно. Тампон. Вот это можно, да, тампончиком. А не когда они, блин, пропитывают деревяшку этим тампоном. Что вы там тампоном намажете? Вы чисто визуально там какую-то там 1/10 часть миллиметра смазали визуально. Дерево пропитано на 0 мм в глубину. И что это? О какой защите идет? Какая-то, блин, вот это вот мне в каком-то видео кто-то писал. Типа графомастом занимаешься. Ну в каком смысле
графомастом занимаюсь. Вот графомастом занимаются тогда, когда они берут кисточку, там вот такая 2 миллиметрика, берут морилку и начинают вот так вот по миллиметру вот так вот намазывать. Ну, кто-то это называет релакс-видео, а я называю это графоманство. Здесь вот можно, но вообще это бред, вот намазывать вот эту вот палку. Как бы зачем ты ее кисточкой для, не знаю, детские краски, детская кисточка, зачем ты это делаешь? Ты считаешь, что так ты полчаса потратишь на палку и в этом есть удовольствие? Ну, не знаю. Все. Молоточек закончен. Что тут можно сказать? Вот такая красота получилась. Это в любом случае намного лучше, чем было. Плюс можно будет им до весны поработать. Понять, выскочат ли проблемы, о которых я говорил. И я думаю его сохранить. И ребята, если приедут, они должны приехать в следующем году, доделывать крышу. Будет им сюрприз. Спасибо за просмотр. Дальше будет больше.